еще раз, друзья мои. Поскольку очень много звуковых, то есть голосовых, а потом через некоторое время невозможно их читать, они пропадают, ну, если долго не включать, потом уже не можешь включить. Я решила время от времени показывать, тем более, что в наше нелегкое время, если бы было не тяжелое, было бы хорошо. В наше нелегкое время это, собственно говоря, вдохновляет. Это у нас соль валяется. Я сегодня останавливала дождь, потому что мне это надоело, если честно. И вот теперь соль вытряхаю отсюда. Остановилась, долго билась я с ним. Остановилась. Хотела показать потом, но потом уже поздно было, как бы уже он останавливался. Потому что интернет мне мешает. Я не могу, когда обещали вообще весь день дождь. И поскольку мы долго с ним бились, и уже к концу я сообразила, что можно, и не стал уже снимать, так и оставил все. Ну, главное, что интернет более-менее уже легче стал. Итак, друзья мои, сняла, люди говорят, что говорят люди, какими ритуалами пользуются. Еще раз напомню, почему я это снимаю. Снимаю для того, чтобы это было вдохновением для людей, чтобы они знали, что можно взять, что можно провести, о чем можно, скажем, какие ритуалы можно применить на какие случаи жизни и прочее, и прочее. Буду включать голосовые, естественно, разные, различные. И будем с вами слушать. И самое интересное, вот 9 дочерей Ульгена, оно прям рождается в муках. Оно есть, но мне нужно его сделать лучше, сильнее. Знаете, так, грубо говоря, заправить сильными ключами, чтобы оно сработало. Потому что 9 дочерей Ульгена, ну, все хвалят. И я решила вам дать не только шепоток, а именно полный большой ритуал вместе с этим частью шепотка. И самое интересное в том, что каждый раз, когда такие работы очень долго рождаются, они говорят о том, что они будут работать хорошо. Согласитесь, всегда так. То, что с трудом идет в этот мир, уже изначально несет огромную силу. Огромную силу. И у меня есть подозрение, что вот 9 дочерей Ульгена станут одни из самых любимых. Точно так же один из самых любимых ритуалов наших зрителей, как и дед Сидор, и дед Микола, да. Вот, понимаете как, есть сложные ритуалы, но есть и ритуалы попроще, но по силе ничем не уступающие. В каждом свое. Где-то срабатывает именно стихия, там земля, вода, огонь, подношение. Где-то срабатывает слова, где-то срабатывает время года и прочее, прочее. Ну, как бы там ни было, но, значит, очень постараюсь сегодня все-таки выложить. Анея, да, Анея очень сильная. Так, для тех, кто постоянно пишет мне вопросы, я еще раз говорю, уважаемые люди, под роликами все написано, берете и делаете. Вы не надоедайте мне реально. Вот под роликом описание ритуала. О чем речь вообще? Что делать, как делать? Ну, написано же русским языком. Так, и не всегда русским тоже. Ритуалы-то разные. Так, начнем. С того места, с которого я, то есть, так, да. Продолжим. Различных времен, различные голосовые люди. Первый раз слушаю вместе с вами. Мне нет времени даже проверять. Кайрос тоже очень сильный, да. Причем там ничего не нужно делать, дергая за прядь волос, говорить. Здравствуйте, дорогая Инга и Яночка. Вот мой небольшой отчет по как меняется моя судьба к лучшему благодаря вам. И кризис оборачивается мне на пользу. До кризиса у меня большая была проблема, затяжная с приватизацией жилья, так как я сделала перепланировку в муниципальном помещении, и легализовать это довольно дорого и сложно к тому же.
И вот у меня уже год эта темночка длилась. Я думала, заработаю денег, и на потом откладывалась. И вот с этим коронавирусом мое дело, на которое я рассчитывала, что там к лету заработаю, оно прихлопнулось, и, в общем, с концами, там ловить нечего в ближайший год. И я попадаю случайно на консультацию к юристам бесплатно. И узнав о моей ситуации, они мне объясняют. Ну, так как я девушка разведенная, и у меня двое сыновей несовершеннолетних, и я безработная. И это муниципальное жилье по квадратам, оно не, ну, нам положено больше. И если я стану малоимущей, то мне полагается вообще двухкомнатная квартира нам. Я просто от этого далека, от всех этих льгот, и туда никогда и не помню, чтобы я туда рвалась когда-то. Ну и, в общем, я в шоке, потому что благодаря этому коронавирусу я сейчас вот буду оформляться на малоимущую и получать через суд эту квартиру. Ну, пока это, конечно, перспектива, но тем не менее для меня это на самом деле все очень реально. Так, дальше. Наверное, все-таки больше по квартире я делала львиную долю 2 раза, венчание на царство, ну и все денежные ритуалы, конечно. Это, наверное, вот это повлияло. По здоровью у меня была опухоль, и я сделала закавказское исцеление с булавкой. И у меня буквально 5 дней, по-моему, может быть, неделя от силы, у меня эта опухоль исчезла. Естественно, я этот ритуал буду повторять. Также у меня с кожей были непонятные ситуации, все чесалось, и, по-моему, это начинался псориаз, вот зимой там, на нервах, не знаю на чем. И я от кожных заболеваний черной тряпкой терла себя, и заговор, по-моему, «Перейди на кочку», наделала дочку, вот бомбически просто кожа очистилась, все прошло. Дальше. Небольшое было у меня отчаяние и в том, чем я дальше буду заниматься. И вот обращалась я к Шерди Баба и Екатерине Великой. И вы знаете, на следующий день я поспала, и утром я проснулась абсолютно спокойная, и мне дали такую идею. Я бы сама до нее... Кстати, обращение к душе Екатерины Великой. Найдите этот ритуал. И я этот ритуал, когда вам подарила, как чувствовала, я вам сказала, та, которая когда-то правила Россией, ее дух монаршичий до сих пор есть. И если обращаться к монаршичьей персоне, но к тем, которые были, скажем, понимаете, такие удачливые правители страны, они помогают через чиновников, через суды, через людей, неважно. Но они каким-то образом выводят вас из трудной ситуации и подчиняют вам своих подданных. Вот найдите к душе Екатерины Великой. Сейчас вам очень многим этот ритуал очень будет нужен по той причине, что мы боимся сейчас, мы боимся своего правительства, мы боимся того бесчинства, что с нами творят и могут еще творить и больше, и больше. Поэтому сделайте ритуал к Екатерине Великой. Он у меня есть. Я не знаю, сейчас, может быть, попрошу Яну загрузить. Просто не всегда YouTube вторично принимает. Я иногда перезагруживаю старые лекции, старые ритуалы. Для чего? Для того, чтобы обновить, для того, чтобы вы это смотрели, видели, потому что работ очень много, очень за эти годы, да, много тысяч. И зачастую люди не до конца, любой подписчик скажет, что он не до конца знает мои каналы, и все мои работы до конца не знает никто. Каждый день они что-то новое. Для того, чтобы изучить полностью все мои работы, нужно 3-4 года. Но за 3-4 года появится столько новых работ, что опять нужно будет 3-4 года, чтобы снова эти новые работы в том числе изучить. Понимаете? Ну вот такая у меня титаническая работоспособность. Такой я человек. Что теперь делать? Я дала себе силу, что я буду так работать и столько создам, чтобы любое время, когда мне скажут, что пришло время умереть, я без страха ушла, зная, что я уже столько сделала, что меня точно будут помнить. Но я на этом не хочу останавливаться, я хочу еще дальше, потому что у меня очень много идей, очень много новых работ, очень много новых лекций, очень много того, что я должна и обязана вам оставить. Тем более, что сейчас со всего мира мне отправляют к душе Екатерины Великой. Да,
Тем более, что со всего мира сейчас мне отправляют ритуалы, заговоры старых своих там, бабушек, дедушек, то есть старшего поколения, и просят показать на разных языках, и тем более это все мне нужно вам отдать. Только после этого я уже подумаю об отдыхе. Ну уж не знаю, когда я отдохну. Продолжим. Я никогда не додумалась. И она меня и вдохновила, и все. И я вижу этот путь, как я к этому приду. И это бомба. И даже мне не жалко тот бизнес, который я потеряла, и хай на него. Ради такого можно. Дальше я значительно усилила себя как женщину, стала привлекательной, красивой, молодой. Это страсть Лилит, власть чаровницы, Астар. Очень нравятся мне эти ритуалы, конечно. Я просто проснулась. Все очень хорошие, все делаю. Инга, очень вас благодарю. Просто очень много, на самом деле, всего позитивного. Но я затяну надолго, минут на 15, это не нужно. Я очень вас благодарю, я желаю вам счастья огромного, вам и Яночке, и всем, кто вас поддерживает, кто вас любит. Просто дай Бог им крепкого здоровья, и вам, конечно. Все ритуалы рабочие. И вот очень важно, у меня, когда я вас очень сильно полюбила, я провела ритуал «Помощь ведьмы Инги». И все ритуалы ваши стали работать еще, не знаю, там, во сколько. Вот здесь я объясню. Некоторые идиоты начинают говорить, вот, создает себе культ личности, там ставят фотографии. Во-первых, я ни у кого не просила мои фотографии ставить у себя на алтаре. Я этого не говорила. Люди сами это делают, потому что им спокойнее, зная, что в мире есть я. Принимайте это как хотите. Им спокойнее. Они вот, у них момент отчаяния, они видят на алтаре, что есть такая ведьма Инга, можно зайти на ее канал, можно посмотреть ее книги, можно посмотреть ее работы в Гугле, в Яндексе, можно посмотреть ее работы в ее сайте, и им становится спокойнее жить на свете. Начнем с этого, что люди сами хотят, чтобы я всегда была перед глазами, но никак иначе. Второе. Если ведьма сильна, если она стольким сотням тысячам могла помочь, она уже сильна, у нее есть свой эгрегор. И люди считают себя защищенной в этом эгрегоре, понимаете? Они себя защищеннее считают, и поэтому обращаются к этой силе. Это не может не стать эгрегором, когда столько сотен тысяч людей делают твои работы, оно собирается, становится уже силовое поле. Вот поэтому многие любят, когда мы проводим вместе чистки и так далее. Кстати, давно не делали, можно и сделать. Понимаете? Вот из-за этого, больше не из-за чего. И спокойнее обращение к силам ведьмы, то есть отдать какую-то энергию ее силам и получить взамен помощь, это тоже не принудительно, это по согласию, по желанию человека. Так что, ну, просто говорю для тех людей, которые сидят со старыми грязными тряпками, со столетним этим свечой, знаете, обычной хозяйственной в тарелке супа поставили и говорят о великих, очень сильных ритуалах, которые Хосроева понятия не имеет, а мы знаем, все мы там делаем и так далее. Кстати, этот придурок сегодня несколько раз мне звонил, уже достал с разных номеров, этот идиот звонит. Мы будем договариваться. Я говорю, не поняла, насчет чего мы должны договариваться вообще? Ты кто вообще? Ты для начала себя спросить, ты кто вообще такой, чтобы я с тобой договаривалась? Их бесит моя высота, я говорила и повторяюсь, бесит, что они ничего со мной не могут делать. А что вы можете делать? Мусолить старые какие-то столетние уже голосовые, о котором уже сказано, мусолить старую тему, говорить о моем глазе, говорить о чем-то еще. Ну и что дальше? Понимаете, это настолько смешно, они хотят вот своим вот этим тараканями мозгами. А почему? Говорят, а что, тебе все равно, что я выставляю? Я говорю, а что ты выставляешь? Я знать не знаю, что ты выставляешь. Мне без разницы, выставляй дальше. Так мне что, продолжить? Я говорю, продолжай, хоть, блин, жопу своей жены выстави, мне какая разница? Мне-то что, я туда не смотрю. Я работаю, у меня времени нет на эту херню. Я работаю, как работала, я живу, как жила. Люди довольны, как довольны, благодарят, приходят, заказывают у меня работы, дарят мне подарки. Что мне изменилось, я не пойму. С чем я должна договариваться? Насчет чего? Они бесятся от того, что я не обращаю на это внимания. Так я объяснила уже один раз, и все. О чем я должна договариваться? С кем? С кем я должна договариваться? Кто ты вообще? Как тебя зовут? Ты откуда? Чей холоп будешь?
Шизофрения, Анна, это мягко сказано. Их накрыло, у них с головой ку-ку. Они думают, это очень весело и смешно, но на самом деле они выглядят как больные люди. Когда сутками люди о тебе снимают, твоя популярность вырастает, не более того. Я вообще не понимаю. Фактами мы бьем. Какими фактами? Факты о чем? Про что там факты? Факты о том, что Шнабак меня не любит, да мне плевать, любит или нет. Я зато ей вот Шнобелевскую премию хочу вручить. Я реально ее через курьера, если узнаю адрес, отправлю ей, вручу. Хочет примет, хочет нет. Какие факты? Факты о чем? Факты о том, что я их уделала по полной программе, об этом факты и смех. Фактами они меня, значит, давят и душат. Смехота. Вы сами скоро в этом дерьме своем захлебнетесь от бессилия. Реально бессилие. Звонит проверять мою реакцию. Что я буду продолжать? Я говорю, да продолжай. И что, это тебе нравится? Я говорю, да мне плевать. Ты обычная собака. Таких собак знаешь, сколько было? Тявкали и пошли. Что, ты хочешь сказать, тебе все равно? Я говорю, да я хочу сказать, что мне все равно. Вы представляете, как надо унижаться, чтобы еще и звонить и спрашивать. Ты что, блин, тебе все равно, что я делаю? Это говорит о моей победе и о том, что вы чмошники. Пойдемте дальше. 5 или в 10 раз сильнее. Вот рекомендую очень, кто вам хорошо относится, чтобы они и вот этот тоже ритуал провели. Денежный, все. Ну, в принципе, все у меня налаживается. В общем, я счастлива. И, кстати, попала я к вам всего лишь с марта месяца этого года. Очень сожалею, что долго вас не находила. Все, люблю вас, целую, счастья вам большого. Пожалуйста, и вам того же. Слушаем дальше. Здравствуйте всем подписчикам «Ведьминой избы». Меня зовут Елена. Я хочу поделиться своей историей о том, как прошли у меня дни, в которых бушевала стихия под ником «Коронавирус». Сложилось так, что я немного приуныла, потому что все как-то не клеилось, рушилось, ненужное, тягостное, почему-то мне улыбалось гнусно и широко, и почему-то намекала мне на дальнейшие нерадужные перспективы. Мало того, тут еще все вместе взятые СМИ с инфернальными гробовыми вот этими темами по-тихому, в общем-то, приводили меня в отчаяние. А отчаяние породило злость. А злость породила понимание того... А они на это и рассчитывают, когда эти СМИ каждый день показывают, эти гробы и все такое. Они и рассчитывают на отчаяние людей, на то, что сломают их внутри. Просто приведут в отчаяние. Они на это и рассчитывают. Поодиночке людей давить, душить, понимаете, лишить надежды на завтра. Они на это, собственно, и надеются. Слушаем дальше. Что удачу пора поворачивать ко мне лицом. Не хочу хвалиться, но у меня есть такой девиз в моей жизни. Он может быть смешной, но он все время также у меня очень хорошо проходит. Девиз такой. Я же не городское такси, а военный корабль. И я начала с ритуала Инги рубить стену неудач. Когда я сделала этот ритуал, я почувствовала, что происходит какое-то вокруг меня движение, какой-то свежий ветер. Дорогие друзья, как происходит вообще разрушить стену неудач или очиститься от неудач? Я вам объясню. На энергетическом уровне у нас есть, вот смотрите, если вы знаете, например, секрет магии, то вы получаете результат быстрее. Смотрите, у нас есть мир иллюзионный, называемый, да, и мир реальный. Мир тонкий, есть иллюзионный, но в тонком мире тоже есть своя реальность. Вот то, что мы в голове думаем, вот смотрите, вот я вам сейчас объясню, чтобы вы поняли. Вот вы идете по улице, вы смотрите, там здание построено, ну, например, возьмем здание ДК. Вот смотрите на здание ДК, вот красивое здание в греческом, там, римском стиле. И что вы думаете? Вы думаете о том, что у кого-то в голове это здание было нарисовано, правильно? Потом с головы перенесли это на чертеж. Потом художник в голове нарисовал краски, каким образом можно это делать. Потом он перенес это на чертеж. Потом были наняты люди,
которым это показали. У них в голове сложилась информация, как они это построят, как они это сделают. Они построили, покрасили, и то, что было в голове, в иллюзионном мире, в мире фантазии, в мире тонком, перенеслось в мир реальный. Понимаете? Вот просто, как говорят, все гениально и просто. Вот вам объясняю. В голове созрел план дома, созрел план дворца. Сначала человек представил это, потом это перенес в реально на бумагу, а потом в жизнь. Вот точно так же, да, в мир иллюзионный или мир тонкий переходит в материальный. Вот вы рушите стену, вы сначала в голове представляете, что это все разрушится, значит, и будет новая жизнь. Потом вы это переносите с помощью сил в реальный, материальный мир. Они приходят, и то, что у вас было в голове, то, что, о чем вы думали в голове, это все начинает воплощаться в жизнь. Они реально рушат эту энергетическую стену. Не обязательно подсознание, я знаю, что это. Это называется иллюзионный мир. Туда входит и подсознание, и тонкий мир, и внутренние страхи человека, и фантазии человека, и, значит, представление его о мире, и так далее, и так далее. Все это в одну кучу, совокупность. Вот это все с помощью сил потустороннего мира вы разрушаете энергетические барьеры. Они идут, разрушают энергетические барьеры и открывают вам дорогу. То, что у вас не получалось годами, получается за несколько дней. Понимаете, о чем речь? То есть вот человек говорит, мне стало резко хорошо, я почувствовал перемены вокруг. Сделайте, не думайте о том, как это, а как сработает, а как работает, а как должно быть, а как из ниоткуда будет работать. И это вас не волнуется, не касается. Опять напомню слова моего деда, не вмешивайтесь в дела Бога, да? Вы делаете, а оно получится. Пойдемте далее. Вокруг меня как-то очень даже хорошо начал меня обволакивать. Я уехала на дачу. Когда я посмотрела на свой домик и решила его обновить. Заказала черепицу, сайдинг, обернула в новые одежки мой дом. Заказала беседку, камин выправили, подредактировали. Местный печник пришел, сделал камин. В общем-то, работу мы сделали за неделю, чему я очень-очень рада. Дальше. Мне очень помог еще один ритуал Инги, который называется «Отдать заботы силам». Я сделала этот ритуал. Силы мне действительно помогли. Они мне указали, как справиться с этими заботами. И пошло-поехало. Через неделю я купила кусок земли. Причем в таком замечательном... Заметьте, дачу сделала, оборудовала, камин поставила, купила землю. В то время, когда многие люди просто сидят без денег. О чем это говорит? Что люди, когда обращаются к силам, из ниоткуда просто приходит им помощь. Заметили? Многие люди во время вот этого вот страшного момента, когда люди боятся, не знают, что будет завтра и так далее, дома купили, квартиры продали, переехали, оборудовали, землю купили. О чем это говорит? Вы расслабляетесь, больше не боитесь нищеты, вы не боитесь безденежья, и оно больше не приходит. Мы получаем то, чего боимся, понимаете? Вы не боитесь этого. Следовательно, этого уже нет в вашей жизни. Вы расслабились, отпустили этот страх. Почему отпустили? Потому что вы просите, получаете. Просите, получаете. Нечего бояться. Вы знаете, что завтра, если вдруг чего-то не так, да я пойду сейчас посмотрю, какой ритуал можно сделать. Сделаю, и получится, и все. Это настолько сильная вера во все уже появляется, в себя, знаете, уверенность. Все равно как ты знаешь, что включишь телевизор, и он заработает и покажет там кино. Вот то же самое здесь. Уже расслабляется мозг, страха перед нищетой и безденежьем нет. А когда нету страха перед безденежьем, безденежья нет. Понимаете меня? Вот послушайте дальше. В районе Подмосковья и за очень, кстати, соблазнительную цену. Где-то прошла еще неделя. Я купила дом. Это уже не мне, а моим детям. А перед... Давайте перечислим, что случилось у человека в течение месяца. Она была в отчаянии, у нее не было сил, еще раз перемотаю чуть-чуть,
Она боялась, что будет завтра. Потом провела ритуал разрушить стены неудач. Тут же ее занесло на дачу, где она начала оборудовать, камин поставила, значит, отремонтировала все. Через некоторое время она купила землю, в будущем что-то сделать. И через некоторое время, может, недели две с чем-то, она купила дом. То есть у нее возможность появилась. Уже детям. О чем-то это говорит? Это момент кризиса, это момент страха, это момент неуверенности людей, это момент развала вообще крупного бизнеса и прочее, прочее. О чем-то это говорит? Насколько должна быть великая сила, чтобы суметь в такое время мракобесия, чуть ли не конца света, такое делать? Так это не первый случай, не второй случай. Я же вам сколько отправляла их? Я же вам тысячи отправляла таких случаев. Это не просто там булочку тебе уступили за полцены. Это дома покупаются, это квартиры покупаются. Я же говорила, вот кто купил дома, имущество, отправляйте. Вот сейчас поняла, что отдельно не буду выставлять, со всеми вместе снова выставлю. Слушаем дальше. Причем в таком замечательном районе Подмосковья и за очень, кстати, соблазнительную цену. Где-то прошла еще неделя. Я купила дом. Это уже не мне, а моим детям. А перед этим я провела еще один замечательный и очень сильный ритуал Инги – просить помощи у моего рода. Я очень часто пользуюсь этим ритуалом. Не то, что пользуюсь, а я провожу этот ритуал. Пользуюсь здесь совершенно неуместно. Еще раз человек говорит, просить помощи у сил рода. Это уже который раз говорят, да, вам? Сил рода. Если род сильный, а род у меня сильный, очень сильный. Сильные люди, не только именно в колдовстве, но и по жизни люди. Люди, которые брали с чужих сирот, воспитывали во время войны, не боясь нищеты и прочего. А это сильные люди. Это род сильный, понимаете, который сразу же слышит и помогает. Давайте еще раз послушаем. Замечательный и очень сильный ритуал Инги – просить помощи у моего рода. Я очень часто пользуюсь этим ритуалом. Не то, что пользуюсь, а я провожу этот ритуал. Пользуюсь здесь совершенно неуместно. Я провожу этот ритуал, и это действительно чудо. Чудо даже в хлебе отобразилось, когда я испекла и вытащила хлеб из духовки. Там был лик. Представляете, лик человека в хлебе. Инга видела эти фотографии, поэтому Да. я спокойно говорю об этом. Да, было такое. Далее, когда появились на моем горизонте завистливые рыла соседей, ну как же так, все так идет-то хорошо. Они, значит, сидят на жопе, продавили все... Вот. Как же так? Все же идет хорошо. Точно так же сегодня эти дебильные звонки. Как же так? Тебе что, все равно, что мы снимаем? Все же у меня хорошо идет. Вроде как работал, так работал. Как снимала, так снимаю. Как подарки, так подарки. Как благодарности, так... Как же так? Тебе что, все равно, что мы снимаем? Как же ж так? А вот так вот. Вот так вот, суки, вот так. Пойдемте дальше. Рыла соседей. Ну как же так? Все так идет-то хорошо. Они, значит, сидят на жопе, продавили все диваны, значит, тренировочные уже трещат, пузы трещат, задницы у всех трещат, а тут вот тебе и стройка тебе идет, и черепицы, и крыши, и Я лик человека, сейчас вам покажу то, что она сказала. не горюй. И, собственно, думаю, рука отводящая. И вот, опять же, сильнейший ритуал, рука отводящая, это ритуал Инги. Он тихо поставил всех моих соседей, недоброжелателей на место. Уважаемые подписчики, я просто хочу сказать, что я не ведьма, я абсолютно простой человек, простая женщина. Я женщина военнослужащая, я хожу в погонах. И хочу сказать, что вот ко мне пришла удача, пришел фарт. И он пришел по одной простой схеме. Ритуал, положительно, попу и работать. И вот когда вот эти, не то что тандем, а когда вот эти 4 замечательных момента начинают работать, вот тогда, собственно, и происходят чудеса. Моими ритуалами пользуются люди абсолютно разных мастей, скажем так, совершенно разные люди, и военнослужащие, и работающие в милиции люди, и так далее. Это нормально.
Я когда говорю о людях, скажем так, мусорного типа, да, я не имею в виду людей, которые работают, скажем, действительно честно с советских времен, работают тоже в милиции. Я говорю о людях, которые забыли вообще о человечности. Знаете, раньше было, ну и сейчас есть, по-моему, высшая школа МВД, где учили людей, как общаться с гражданами. Вообще говорили о том, что они должны защищать права, свободы граждан. Сейчас этого нет, сейчас всякий мусор туда принимается. Но это не говорит о том, что моими ритуалами не пользуются люди власти, пользуются. И еще раз говорю, люди есть во всех сферах. Это не об этих людях сказано, это сказано о тех людях, которые ведут себя аморально, понимаете? Аморально есть и среди учителей, есть и среди милиционеров, есть и среди врачей аморальные существа. Вот на днях сказали, детей там из роддома не выписывать, должны прийти, изучить, значит, как вы живете, сколько раз руки моете, вообще издевательство. Уже хотят, чтобы народ за вилы хватался, понимаете, до этого хотят довести. Потому что, ну, это вообще не выписывать ребенка, мы сами решим, мы придем, мы еще смотрим, кто вы такие вообще, твари. Вот, в белых халатах преступники, пожалуйста. То есть преступники, они есть везде и всюду. Сейчас, секунду, сейчас вспомню. Блин, как я записала Лену. Ой, да что ж такое. Представляете, забыла. Но лицо человека, да, я вышла, и я помню, не могу найти сейчас ее контакт. Если она зайдет до конца ролика и напишет, я найду. Вот вылетело из головы, и все, не могу вспомнить. Ладно, это не важно. Пойдемте далее. Так. Дальше слушай. Здравствуйте, уважаемая Инга. Хотела поделиться с вами о том, как у нас получилось с мужем переехать в другой теплый регион. С вашим каналом я познакомилась в прошлом году, где-то в конце октября. У нас была уже купленная квартира в теплом регионе, и мы как бы ее планировали, ну, на лето отдыхать или еще что-то. Хотя я мужа уговаривала как бы сюда и переехать. Ну, так как у нас там еще на севере была недвижимость, надо было ее еще продать. Мы ее, в принципе, надумали продавать. И после ваших сайтов я много стала изучать. Очень мне все эти ваши понравились ритуалы и лекции. И то, что я сначала сделала, и решила попробовать на продажу поставить недвижимости. Открыла сначала путь для всех ритуал, шепотки, купи-продай сделала, значит, все заговоры на продажу, благодарение фортуне после Нового года сделать. И буквально недели через 2 нам позвонили, и мы на расстоянии составили договор. Значит, после Нового года мы поехали на сделку, продали все, и уже муж уже сразу, буквально через неделю, говорит, наверное, точно, давай уедем туда, и все, и больше как бы здесь, наоборот, туда будем приезжать, так как там, ну, как бы все хуже и хуже становилось с климатом, вечное черное небо, дышать нечем, там у нас 4 алюминиевых завода все это выпускают, и как-то нам здесь больше нравится и в тепле, и мы берем билеты обратно и сюда уезжаем, буквально приехали через, ну, как раз до кризиса, до вот этих вирусных всяких запретов.
стали думать, куда вложить эти деньги, потому что неизвестно, что в нашем государстве, как всегда. И в итоге получилось вложить их по низким ценам, то, что предлагали везде. Вот. Поэтому я, конечно, была удивлена, что муж сразу согласился переехать, хотя я его долгое время звала, что давай все-таки будем уезжать с холодов с этих. Вот, поэтому очень большое, ну, огромное спасибо. Даже не знаю, сколько, даже слов нету выразить вам свою благодарность от ваших работ, которые 100% работают. Спасибо вам. Спасибо Яне за то, что она очень хорошо расписывает все эти ритуалы. Спасибо вам за благое дело. Здравствуйте, уважаемая Инга, Яна и всем подписчикам канала. Меня зовут Камила. Хочу рассказать, как я пережила кризис. Без денег и еды не сидела. У меня работы до кризиса не было. Моя мама на днях вышла на работу. Мы сдаем квартиру, за апрель квартирант выплатил половину суммы. Я еще не успела дочитать спасательный заговор в кризисное время, как поступили выплаты от государства. В этот день маме поступила пенсия. За время карантина я себе купила новые тапочки, домашний костюм. Первый раз читала электронную книгу за деньги. Решила проводить карантин красиво. Когда открыли парикмахерские, я первая пошла стричься. Когда ехала с дачи, у всех проверяли пропуска, а у нас не проверили. В этот день у нас не работал этот сайт. Мы отправляли СМС, а ответ не пришел. Перед выходом из дома я провожу ритуал «Стать невидимкой» и от властей провожу. Совсем недавно ехали с дачи. У моей родственницы были неисправна машина. Проблема была с колесом. После замены зимней шины на летнюю с креплением колеса была проблема. Я читала «Скоропомощник» на фарси при опасности. Дух сопровождающий. У нас при въезде в город на трассе у машин не поехали колеса. Сейчас машину починили. Большое вам спасибо, Инга, и крепкого вам здоровья. До свидания. Давайте дальше. Здравствуйте, Яночка. Здравствуйте, Инга. Это я с вами опять Галина. Очень вас ценю, люблю и хочу поделиться небольшой радостью, даже сказать большой. Сделала я ритуал «Денежные дары», потом сделала ритуал «Я плата за боль», молитва характерника, все это как положено сделала, как надо, потому что ваши ритуалы мне настолько легко делать, и я присутствую какой-то дух, какую-то помощь при всем при этом, когда делаю эти ритуалы. Вот, радость такая. Я попросила высшие силы, чтобы наладила свою судьбу. Я вам говорила, что я осталась со своей летучкой собачкой на улице, просто на улице. Не буду там рассказывать, как я потом вышла, это все, но вышла я из-за ваших ритуалов. Я встала на ноги. И когда я характерника попросила наладить свою личную жизнь, я познакомилась с мужчиной. Он такой хороший. Мы с ним не виделись еще. Общаемся по телефону, потому что поселки еще закрыты. Он живет, в принципе, недалеко от города, но не может заехать. Я сказала, что 29 мая у меня день рождения. Исправлять я его не буду. Будем так, в общем, это по телефону поздравить. Я говорю, будет уже приятно. Он мне сказал, так дело не пойдет. Выслал на карточку деньги, чтобы я купила себе платье на парикмахерскую и пригласил меня в ресторан. В общем, жизнь налаживается. И благодарю я вас за все. Мне аж плакать охота от того, что... Вы представляете, когда человек остается с собакой на улице, просто на улице,
и некуда идти, нет никакого спасения, и начинает делать эти ритуалы, которые постепенно выводят ее, просто помогают выжить, да, и более того, встречает человека, который щедро как бы оплачивает ее расходы и так далее, и так далее. Уже говорит о серьезности человека. И в голосе чувствуется, что человек просто воспрял духом, захотела жить. А сколько таких есть людей, и было людей, у которых дети погибли, это очень страшные вещи. Они вроде еще молодые женщины, 50 с чем-то, без детей, без продолжения и так далее. И внутри вот как бы нету жизни. А потом смотришь, воспряли духом, знаете, помолодели, стали встречаться, начали новую жизнь. Я вам 100 раз говорю, дорогие мои, мы должны жить своей жизнью. Если у вас такое случилось, это очень страшная трагедия. Но вы должны делать все то, что хотели ваши дети и не успели. Вы должны жить за них, вместо них и как бы за двоих, понимаете, прожить эту жизнь. Вот они хотели куда-то поехать и не смогли поехать, не осуществили эту мечту, умерли молодыми. Вы поезжайте, пусть вашими глазами они видят эти места, которые хотели. Вы утолите их тоску. Я вам говорила, что в армянской традиции есть такая вещь, в день поминания усопших готовят его любимые блюда и едят. То есть они утоляют эту тоску, они едят любимые блюда человека, который ушел, чтобы через них он получил вот желаемое, то, что хотел он всегда и не получил, не успел, да, или мало получил в своей жизни. То есть нужно прожить за всех, кто был вам дорог, и осуществить их мечту. Для чего люди, которые, скажем, хоронили, да, в молодости мужей, детей и так далее, для чего они осуществляли их мечту? Строили дом, который он хотел построить, но не успел, там еще что-нибудь. То есть они хотели продолжить его дело. Нет никакого толку с криков, с плача и все такое. Это очень тяжело. Но я всегда говорю, жалейте нас. Наш ад еще впереди, а их ад закончился. Они уже избавились и ушли домой. Понимаете? Вот криком, плачем, держать, мучить души здесь не надо. Надо прожить то, что они хотели и не успели. Они хотели путешествовать, путешествуй. Они хотели такое платье, купи это платье, надевай, и пусть через тебя ее душа насытится этим. Понимаете, о чем я говорю? Относитесь мудрее к этой жизни. Все равно и хорошее, и плохое пройдет. Мы все однажды уйдем с этого мира. Все это пройдет, понимаете? Все пройдет. Просто стиснув зубы сначала, а потом привыкнув жить с болью, потом быть мудрее, рассудительнее. Вот так и проживайте свою жизнь, дорогие друзья. Иного выхода нет. Мы этот мир не изменим. Мы изменим только свой взгляд на этот мир и свою жизнь. Давайте дальше. Надоели вы с этими соседями уже, ей-богу. Называется от лютых соседей. Берете, набирайте от лютых соседей, там, ведьмина изба. О! 100 раз сказано, все, что вы хотите, наберите, а рядом ведьмина изба и вылезет. И не насилуйте людей уже, как найти, чего делать. Все идет в мою сторону, несмотря на то, что сейчас такое тяжелое время. Благодарю вас за все, мои хорошие. Вот, и еще хочу сказать, действительно, они посмешащие, вот эти сущности, которые пишут всякие гадости, обливают всякой грязью. Вы знаете, это уже стало как-то смешно. Некоторым я там написала свой ответ, как бы, смотрю им, что в лоб, что по лбу, до них это не доходит. Вот есть у вас ритуал такой, создать свой мир, да? Вот, я его тоже, кстати, делала, да. Так вот, они создали свой мир, вы правильно подчеркнули, в психиатрической больнице им надо делать свои там ритуальчики, вырезать что-то, всякую. Дорогие друзья, я благодарю, что вы защищаете меня, но я вам говорю еще раз, берегите нервы, они того не стоят. Это животные. Во-первых, они удаляют то, что вы пишете, не оставляют. Начинает гадости писать. Это не люди, чтобы с ними разговаривать. Разговаривать можно с людьми. Понимаете? Говорить можно с людьми. Это даже животными назвать нельзя. Людей, которые такой хренью занимаются каждый божий день. Такая
Такая муть, такая ересь вообще каждый день льется. Сидят, считают, за кого я вышла замуж, кто у меня есть. Да какое ваше собачье дело, у кого, кто мой муж, с кем я живу, что... Вас это вообще не должно касаться. Вы должны судить человека по его работам, какие у него работы, насколько он полезен обществу. А все остальное это мое личное дело. Сколько я детей рожу, где я живу, с кем я дружу и так далее. Это уже не ваше собачье дело, понимаете? Просто не ваше собачье дело. Вот и все. Что здесь написано? Кто что тут сказал? Все, давай, пошел вон. Никаких хайтеров здесь быть не может. Я не позволю свой форум превращать в какую-то помойку, сидеть тут, лить говно друг на друга. Люди должны заходить на мой канал, отдохнуть душой, а не сидеть с какими-то животными из помойки, переписываться, что-то там им объяснять, кто они такие вообще есть. Я удаляю, конечно, удаляю вместе с ними. Кто они есть? Они должны знать, что у них нет права голоса вообще в тех местах, где я есть. Знаете, как говорят, за вашей спиной там про вас такое говорили, про вас... Ой, за вашей спиной такое сказали. Вы знаете, за моей спиной они могут меня даже бить. Я не против. Давайте дальше. Действительно, я потом что-то зашла там Самир Али посмотреть. Он действительно, все ритуалы, которые вы делаете, идет повторение. В общем, одним словом, это уже просто смешно. Благодарю вас, мои хорошие. Счастья вам, процветания. И пусть боги оберегают вас от всякой этой нечисти. И правильно, Инга, вы идете, дарите нам все это. Вы делитесь, вы открываете. Если бы люди хотя бы на 50% были такими людьми, то тогда бы, наверное, и мир бы был бы проще. Ну, правильно вы сказали, что показывают свою слабость, показывают свою просто и все. Господи, что там говорить просто. И я тоже говорю, что я отношусь теперь к язычникам. Я раскрестилась, я вам об этом уже говорила. Стою потихоньку на ноги, и если будет свадьба, я прям... Будет, В будет. день свадьбы я вам обязательно это скажу, потому что потерял жену. Она была у него педагогом, работала, была очень хорошая женщина. Нету никаких извращений, то есть не просил никакие там гадости, как некоторые в интернете рисуют и так далее, да. Вот, видно, что человек лица. Вы, главное, будьте мудрее, будьте разумнее, чтобы этот союз вам дал то, что вы хотите, ваше желаемое. Вы будьте мудрее и окружите этого человека тем теплом, которое он хочет и заслуживает. Потому что мужчины – это большие дети. Им нужно тепло, забота, им нужно, знаете, внимание. Если все это дать человеку, он никогда в жизни не подумает даже там оставить вас, уйти. Конечно, есть и подонки, я не говорю, что все там одинаково хорошие. Но я имею в виду про достойных людей, про людей, которые, ну так получилось, овдовел человек и так далее. Ему нужно тепло, ему нужно понимание, ему нужна забота и больше ничего. И мне кажется, что если вы сами истосковались по человеческим отношениям, по любви, да, и отдайте, вот не ждите, пока вас полюбит мужчина, вы сами начните его любить, дорогие женщины, потому что многие женщины ждут, пока вот он сделает для меня вот так вот, а потом я вот. Нет, вы сами начните его любить. Так нужно. Иногда мужчины не могут раскрыться, иногда они переживают очень тяжелый период, иногда у них в душе очень страшная боль, и они просто не знают, как начать любить самим. Вы сами любите, и от них получите эту любовь. Знаю, что единственное, кто за меня порадуется, так только вы. Счастья вам. И пусть боги оберегают ваш дом, ваших детей, ваших родителей. И пусть ваш сыночек достойным человеком, который будет тоже давать этот мир. Удачи вам, мои хорошие. Люблю вас, ценю вас, благодарю вас всегда. Кстати, мои тоже пьют. Я в фортунке ставлю кофе.
Я вообще на полочку на это ставлю, свой кофе ставлю, утром ухожу, ставлю кофе. Вечером прихожу, смотрю, как будто отпито. Да, Ну да, ничего да. себе. Очень быстро А вечером испаряется. ставлю благовония и свечи. Я с вами, мы с вами, а вместе мы сила. Вы представляете, по всему миру ваши ритуалы делают, как растет сила, именно ваша сила. Благодарю, благодарю, благодарю. Вот здесь я вам скажу, да не оскудеет рука дающая. Если ты даришь миру, мир дарит тебе. Еще ничего не подарив миру, требовать к себе уважения, требовать, чтобы тебе верили, это несерьезно. Только тогда, когда ты уже годами доказала свою силу, доказала помощь людям, только тогда ты имеешь право что-либо требовать в ответ, то есть, например, уважение, например, послушание. Понимаете, только тогда ты имеешь право воспитывать, говорить, наставлять. А я только в Ютубе уже 11 лет. Только в Ютубе. И дальше уже говорить не буду. Поэтому я считаю, что я имею уже право, в силу того, сколько я сделала для людей, я имею право вам советовать и говорить. А все остальное это мелкие грызуны, которые были, есть, придут, уйдут. Кто они такие? Вот мой ответ вам. Что там, и что там, тебе нравится, что я там делаю? Я говорю, да мне плевать. И что мне продолжать его тут делать? Я говорю, делай, да хоть задницу своей жены высунь, там, покажи на камеру. Мне абсолютно начихать. Это тоже говорит об их слабости, об их беспомощности, то, что они видят, что никак ничего не меняется в худшую сторону в моей жизни, звонят посмотреть на мою реакцию. Договариваться. С кем договариваться? Вы кто такие есть? Неужели вы думаете, что я для вас вот такая же алкашня, такая же, такое же чмо болотное, как вы сами, чтобы вы сегодня облили говном друг друга, завтра помирились, послезавтра, не знаю. Кто вы такие, чтобы я с вами договаривалась? Вылезли какие-то алкашки там прокуренными алкоголическими голосами, орут, что они были мои подруги, что они мне советовали просить прощения у людей, я их не слушал. Кто? Я их знать не знаю, они говорят, что они мои подруги были. Какие подруги? Неужели я с шакалами дружу? И еще один момент, когда вы говорите, а вот, видите, вот такие друзья, почему они были ваши друзья, там есть некоторые люди – уважаемые люди, есть такая поговорка: подругу не суди о человеке. Иуда тоже был другом Христа. Понимаете? Не говорите, что если я допустила до своей жизни подобных личностей, значит, я такая же. Нет, я просто ведьма, а к ведьме тянутся люди с разбитой судьбой. А еще наряду со всем, еще я очень добрый человек, который под свое крылышко взяла и помогала многим и многим. Понимаете? Еще раз напомню, не суди подругу о человеке, ведь другом Христа был Иуда. Понимаете? Вот при чем здесь я, если они сами гнилые люди, если им шанс был дан по жизни подняться, они этим шансом не воспользовались. И просто смешно договариваться о чем, кто вы такие, чтобы о вас договариваться. Я высокомерна, да, я высокомерна. Я буду высокомерна по отношению к таким, как вы. Ведь какой вы, кто вы вообще такие есть вообще? О чем речь? О каких извинениях вообще речь? Какие извинения перед народом? За что перед народом извиняться? За то, что я этот народ привела в порядок, за то, что я в такие тяжелые моменты была с народом и дала столько работ, чтобы люди не сошли с ума, не остались без денег на улице, а купили еще дома, дачи. За то, что я столько помогла, за то, что я дала исцеляющие ритуалы, за то, что я дала ритуалы, за то, что я бесплатно помогаю больным людям и детям. За это я должна извиниться перед людьми. Вы что, в своем уме? Кто вы такие, пропитые алкаши, чтобы мне советовать, как мне надо жить? Если бы я не знала, как жить, то теперь вы были бы на моем месте, а я на вашем месте облаивала бы вас сутками. Но поскольку я есть я, а вы ноль без палки, и никто, и скажите спасибо, что я вообще существую на земле, иначе вас бы никто знать не знал, тогда заткнитесь, закройте рот и сидите. Кто вы такие есть, чтобы мне совет? Вот и пришел твой час, вот и конец, вот и пришел, вот и закончилась твоя жизнь. Господи, я это слышу 11 лет. 11 лет я слышу одно и то же гавканье, что пришел мой час, все закончилось, и вот все, конец жизни. Какой конец? Только начало, начало. Я только переехал, мне еще столько всего надо делать. Какой конец? Тупые существа. Сколько себя помню, все орут о конце, каркают, потом сами крякнули.
Знаете, такое, есть армянская поговорка: собака, которая воет, пусть свою голову сожрет. Вот, если так уж дословно перевести на армянский, «дзергалуха керек». Вы сами себя сожрите, и вы о себе войте и по себе покаркайте. Много таких каркающих ворон сейчас чучелами сидят. Все, дорогие друзья, почему я снимаю такие эфиры? Потому что они мотивируют, потому что они дают силу людям жить дальше и бороться за себя. Потому что человек, который не борется за свою жизнь и будущее, этой жизни и будущего недостоин. Всем удачи!